Добрый день, с вами ведьма Аграфена и мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии для защиты вас, вашей семьи, вашего бизнеса. Магия наказания, рассор, брат, соперницу, любовная магия, откуп, ритуалы самые сложные, также ритуал на кладбище, ритуалы, связанные с вызовом духом, откуп от дурной судьбы, откуп от смерти, работа с духами, заключение сделки с дьяволом, другие сильнодействующие ритуалы, когда уже ничто не помогает. Также я занимаюсь руникой, практикую руническую магию в области практики. Также преподаю, у меня есть уроки для начинающих курс. Вы можете также меня найти в Инстаграме, в Телеграм-канале, где я публикую более закрытые материалы в связи с цензурой. На других платформах также есть я в ТикТоке. И мои сайты можете найти под этим видео. Все мои контакты. Сегодня у меня став, рунический став. Называется он «Ветви славы». Автор известный в мире руники Кантос. Нюанс по использованию, ключ, скажем, к использованию этого става я скажу в конце видео. А сейчас я объясню ситуацию. Вы много видите людей, которые часто, ну, не очень талантливые, не очень красивые, может быть. И в целом иногда и талантливые, действительно, ну наравне с кем-то там, как бы одинакового таланта. Почему? У одних успех, деньги, слава, вот, то есть, потому что за многими стоят какие-то сильные люди, или симпатии, или чья-то жена, или чья-то любовница, или чей-то любовник, просто покровитель. Итак, сегодня этот став, который поможет найти таланту или не таланту, неважно, это может быть и в личной жизни, это ваш покровитель, это может быть в бизнесе, это может быть для вашего таланта, для вашего развития, вашего, может быть, какого-то дела. Найти покровителя, рост популярности в определенной группе людей, причем людей со статусом, повышение вашего статуса, чтобы вы были известны не просто как кто-то там, да, низшего уровня, а чтобы это была действительно слава, любовь сильных мира сего. То есть это люди, которые смогут вас как-то облагодетельствовать, вывести на более высокий уровень. Ну, соответственно, ветви славы состоит из рун англосаксонского футарка, то есть не того обычного, которым мы пользуемся. Кто на моем канале был, уже сталкивался с этими рунами. Вот я дала, чтобы вы понимали, как примерно выглядят руны этого футарка. Тут они не все. Вот нужные нам руны Ас и С. И руна Торн, я ее просто вынесла на третье по номеру, чтобы было более крупно видно. Тот, кто был у меня на канале, уже видел руну Стан, Игар. Ну, сейчас у нас 3 руны, из которых состоит став. Став идет по кругу, то есть направлен на поиск, из окружения ищет и связывает вас с нужными людьми, делает популярным именно в той группе, о которой вы думаете. Итак, Ас дуб. Ас ясень. Обратите внимание, что тут название деревьев. И еще не забывайте про ключ, о котором я скажу. И Торн. Если вы внимательно слушали, вы обратили внимание, что эти руны, ну, с этой руной вы сталкивались в том футарке, если вы изучали хоть немножко какие-то другие исландский ряд. Это также руна вам знакома. Итак, что же такое вот руна дуб? Дуб – это сила, созидание и рост. То есть это крепкое дерево. Оно дает нам силу для наших начинаний
и рост. И помним, что дуб у нас олицетворяет стойкость, развитие. Это также он, говорят, да, человек как дуб. Вот потому что он крепкий, он долгий, и он уверенный в себе, и он разрастается. И также мы знаем, что он символизирует в данном ставе силу, мощь и крепость, которые нам нужны. Итак, начинаем рисовать став. Вот он, этот дуб. Направлен на 3 стороны. То есть он такой вот. Кому-то удобно передвигать бумагу по кругу, я рисую так. Мне нормально. Если вам нужно передвигать как-то бумагу, чтобы это нарисовать, эти руны, передвигайте. Потому что я, как говорится, художник, мне можно. Мне просто. Дальше идет руна ясень. А если вы уже слышали эту теорию, кто не слышал, повторю. Что считается, что Один для того, чтобы познать силу рун, висел именно на этом ясене. Ну, так перевод предполагается, что это был именно ясень, дерево Игдрасиль. Оно означает связь между духовным и материальным. Также связуют богов и мир людей. Конечно же, высшие силы нам очень нужны в данной постанове в поиске и обретении славы и популярности среди сильных мира сего. Ясень. Ясень тут вот, я так понимаю, что вот он так присутствует. Вот он, да, вот он ясень. Вот он. И дальше мы идем Торн. Торн очень похож на Турисас. В данном случае он называется именно Торн. И рисуем его. Вот это Торн. Торн. Очень интересная руна. Она иногда в других футарках изображается просто как треугольник. В данном случае есть шип, такой перевод как шип, и еще терн. То есть кто знает ботанику, это терн, есть такое растение терн. Энергетически эта руна означает прорыв. Причем мы ее рисуем в правильном нужном направлении. Это сила, которая убирает ненужное. Также эта сила направлена вовне. Помните, что это такое обоюдоострое все-таки лезвие. Ну, в данном случае оно рисуется все-таки, да, как оборотная руна, то есть, которая имеет, да, левое и правое положение. То есть мы направляем наружу, вклиниваемся в этот мир со всех сторон и при помощи изымаем некие силы высшие, да, помощь какую-то извне получаем и добиваемся задуманной славы, да, становимся сильными, созидаем нечто новое в нашей жизни, славу. Таким образом действует этот став. Есть и сейчас секрет. Есть в этом ставе некий секрет для его использования. Он не просто наносится, не просто наносится. То есть его можно нанести на фотографию, конечно, вашу, да, сказать оговор, что силой данных рун я получаю материальную и другую помощь от каких-то, может быть, группы конкретных людей. Вы можете даже их назвать, там, не знаю, президент какой-нибудь, там, чего-то, кого-то, страны. Абсолютно все, что угодно. Или держать в голове, что это за люди. Ну и можете добавить без вреда. Кто боится, на ком мало защит, можете и так сказать. Я получаю мощную славу, покровительство и мощную поддержку от таких-то людей. Или получил. Можно получаю, можно получил.
Нюанс в том, что это было тестирован этот став. Он значительно действует только в том случае, действительно поднимает вас на очень высокий уровень, к сожалению, но только в том случае, если вы используете при сжигании этого става части растений. И вот теперь выходит дуб, ясень и терн. Многие меня спросят, а как же я вот, и желательно ветки. Почему ветки? Потому что они растут куда вверх. Но автор и люди, которые меня делали этот став, говорят о том, что да, можно просто взять, не обязательно можно и корни взять, можно взять и семена. Ну, по сути, допустим, в России, в Украине, чаще всего, да, люди, с которыми я работаю, у вас, скорее всего, что и дуб, и ясень вы найдете. Вот с терном будет проблема, но и эти семена можно выписать где-то как в лечебных травах, по-моему, они есть. И даже плоды можно взять, в принципе, можно. И что надо делать? Вам надо 7 раз сжигать этот став. Естественно, писать ваше имя, естественно, брать вашу фотографию, писать ваше имя, дату рождения, все, что о вас есть. Но сжигать надо этот став вместе с ветками или частями этих 3 растений. Дуб, ясень и терн. Терн, кстати, он, Турисас, это еще как имеет связь с богом Тором. То есть это такой боевой очень, боевая руна, еще раз напоминаю. 7 раз сжечь, и не просто вместе сжигать вместе с этим ставом, но и сжечь это на высоком месте. По сути, подойдет высокий этаж, если вы на нем живете. Если у вас частный дом, ну, вам надо, значит, искать какой-то холм и 7 раз это сжечь. То есть, поняли, для того, чтобы этот став отработал действительно на высокое покровительство, действительно, чтобы вы стали наравне с этими людьми, к которым вы хотите приблизиться, то есть, чтобы они проникли, уважали вас, прониклись к вам симпатией и взаимодействовали с вами. То есть, что надо делать 7 раз. И части дуба, ясеня и терна вам придется найти. И сжечь, естественно, дуб, ясень, терн гореть будут плохо. Сразу скажу, что, скорее всего, что вам понадобится жидкость для разжигания и какой-нибудь вот тазик, потому что, ну, иначе не получится. Просто как бумажку жечь. То есть есть вот такая загвоздка в этом ставе. Если вы просто нарисуете этот став, как бы его активируете, он там может и сработать, но это будет 10% от его силы. К сожалению, так. Мы диагностировали, мы его практиковали. Но вот так вот надо именно найти, и тогда этот став действительно отработает ошеломляюще. То есть, поняли, да? 7 раз, дуб, и на высоте. Высокое место. Вот 7 раз вам придется тащиться на какую-то гору. Хорошо, если вы живете высоко. 7 раз вам надо разделить вот эти вот материалы на 7 частей. Сделать 7 заготовок этого става. И, как всегда, исполнение става, еще раз говорю, не раньше месяца. Но не ждите чего-то через сутки, через двое. Может прийти что-то, но оно будет какое-то, может, незаметное, минимальное. Полностью став разворачивается от месяца до 3. Вот в этот период, после его исполнения. Привязок тут никаких автор не оговаривает. То есть, не знаю, хотите, обведите слюной, кровью, не знаю. И действуйте. Это мой, так сказать, подарок, что ли. Всех с Новым годом поздравляю. Пользуйтесь этим ставом. Пишите, что у вас получилось. Получилось ли у вас его сделать вообще и какие результаты. Все мои контакты для обращения за моими платными услугами под этим видео. До свидания.